Холодный осенний воздух словно впивался в кожу, пока Аяко шла по узкой, почти заросшей тропинке, ведущей к старой деревне. Путь казался ей бесконечным. Дорога то уходила в тень густого леса, то вновь открывалась в холодном сером свете. Около полудня солнце пряталось за плотной пеленой облаков, делая окружающий мир безжизненно монохромным. Лишь слабый ветер шевелил увядшие листья, иногда поднимая их в воздух. В этой бесконечной тишине казалось, будто сама природа затаила дыхание. Аяко пришла сюда по необходимости. Ее бабушка, Теруко, умерла месяц назад, и дом, который остался в наследство, требовал хотя бы минимального внимания. Сама мысль об этом доме казалась ей странной. Она не бывала здесь с детства, хотя бабушка время от времени писала письма, напоминая о том, что дом — это нечто большее, чем просто стены и крыша. «Дом — это наша память», — писала Теруко. «Уходя, мы оставляем в нем часть себя. Если его забыть, мы исчезнем вместе с ним». Эти слова долгое время вызывали у Аяко лишь снисходительную улыбку. Она выросла в современном Токио, где люди привыкли переезжать, теряя связь с прошлым. Ее жизнь была простой и практичной. Работа в офисе, небольшой съемный дом, привычные маршруты. Однако после смерти бабушки чувство долго пересилило, и вот теперь она шла туда, куда никогда бы не вернулась по собственной воле. Тропинка вывела ее к границе деревни. Старая вывеска с надписью «Ямасита» скрипела под порывами ветра, еле держась на проржавевших гвоздях. Здесь все выглядело так, будто время остановилось несколько десятилетий назад. Низкие, почти одинаковые дома с покосившимися крышами словно прижались к земле, окруженные густыми зарослями травы. Между ними тянулась узкая тропа, покрытая опавшими листьями. Никаких признаков жизни. Ни животных, ни птиц. Даже насекомые словно обошли это место стороной. «Странное место», — прошептала Аяко, обхватив себя руками от внезапного холода. Ее взгляд блуждал по окнам заброшенных домов. Где-то стекло было выбито, где-то геуты закрыто выцветшими ставнями. Казалось, что изнутри за ней кто-то наблюдает, и это ощущение заставило ее ускорить шаг. Уже почти на подходе к знакомому дому она заметила фигуру. Старик в выцветшей одежде стоял у края тропы и наблюдал за ней с пристальным вниманием. Его лицо, покрытое глубокими морщинами, казалось вырезанным из дерева, а глаза горели странной живостью. «Ты из семьи Ямасита?» — спросил он низким хриплым голосом, опираясь на старую трость. «Да, я внучка Теруко», — ответила она неуверенно. Старик долго смотрел на нее, а затем покачал головой, будто ей сочувствовал. «Уходи». Его голос прозвучал твердо. «Не задерживайся в этом доме, иначе ты останешься здесь навсегда, как все остальные». «Что вы имеете в виду?» — недоуменно спросила она. «Я просто заберу кое-какие вещи и уеду». «Вещи?» — старик усмехнулся. Его губы изогнулись в горькой улыбке, но глаза оставались холодными. «Этот дом забирает тех, кто приходит к нему. Выйти тебе уже будет некуда». Прежде чем она успела что-либо ответить, старик повернулся и ушел в сторону леса, оставив ее в странной смеси тревоги и раздражения. Эти слова казались ей нелепыми, но в них было что-то, что вызвало в душе неприятный холодок. Дом стоял на самом краю деревни, укрытый тенями деревьев, как будто хотел спрятаться от посторонних глаз. Он выглядел намного лучше, чем другие. Старые деревянные стены, покрытые облупившейся краской, казались почти нетронутыми временем, а окна были чистыми. Дверь, покрытая свежим слоем лака, блестела, будто ее недавно кто-то покрасил. Аяко
остановилась на пороге. Ее охватило странное чувство, как будто она уже была здесь раньше, хотя разум отказывался это признать. Дрожащей рукой она толкнула дверь. Она открылась бесшумно, и холодный затхлый воздух коснулся ее лица. Комната внутри выглядела так, будто бабушка только что вышла. Старый комод с несколькими выцветшими вазами, кресло-качалка с серым покрывалом, низкий столик с аккуратно расставленным чайным сервизом. Пыли не было, хотя дом должен был пустовать уже несколько месяцев. «Как это возможно?» — пробормотала она. Ее взгляд упал на стену, где висела большая фотография. Молодая пара держала на руках девочку лет 5. Девочка улыбалась, но глаза казались незнакомыми. Аяко сжала губы. Она узнала своих родителей, но сама фотография была ей незнакома. Она точно знала, что такого снимка никогда не существовало. Спустя несколько часов, убравшись и обустроившись в одной из комнат, Аяко разложила перед собой бабушкины записи. Большая часть текста была вполне обыденной. Списки покупок, рецепты, заметки о погоде. Однако на одной странице аккуратным почерком было выведено: «Держи дверь открытой. Не смотри в окна ночью. Не забывай, кто ты есть». Слова заставили ее сердце замереть. Она взглянула на дверь, ведущую в коридор, и ощутила, как тень неясной тревоги накрывает ее. Свет свечи слегка дрожал, отбрасывая на стены странные искаженные тени. Она встала, чтобы закрыть окно, но замерла на месте, когда краем глаза заметила движение снаружи. Казалось, кто-то проскользнул между деревьями, но когда она всмотрелась, там было пусто. Ее дыхание стало прерывистым. «Наверное, это ветер», — прошептала она, пытаясь убедить себя. Однако ночь оказалась гораздо длиннее, чем она ожидала. Лежа на футоне, Аяко пыталась уснуть, но странные звуки начинали доноситься из глубины дома. Едва различимые шаги, будто кто-то осторожно ходил по коридору. Затем что-то скрипнуло, словно дверь приоткрылась. Она затаила дыхание, чувствуя, как страх сковывает ее. Утро началось с глухого тумана, который словно заполз в деревню, поглощая ее остатки. Аяко проснулась на футоне с чувством, что не спала вовсе. Ее тело было ватным, а голова тяжелой, будто она провела ночь не в постели, а в лесу, где холод и сырость проникли в каждую клетку. Она встала, подошла к окну и приоткрыла ставни. В густом сером мареве деревня выглядела еще более мертвой. Ни звука, ни движения. Даже слабый ветер, который она ощущала вчера, исчез. Она надела свитер и вышла на улицу. Трава, покрытая росой, хрустела под ногами. Казалось, что здесь все давно покинуто, но дом оставался таким, будто кто-то все еще жил в нем. Другое дело — остальная деревня. Ее взгляд упал на дом напротив, когда она заметила дверь, которая была приоткрыта. На пороге лежал небольшой деревянный амулет в форме глаза. Аяко подошла ближе, неосознанно притянутая этим предметом. На его поверхности были вырезаны странные линии, которые, казалось, складывались в символы. Она присела, чтобы рассмотреть амулет, но едва прикоснулась к нему пальцами, как внутри дома что-то зашуршало. Аяко резко отпрянула. Ее глаза уставились на темный дверной проем, из которого будто доносился легкий стон. Сердце сжалось, ноги казались прикованными к земле. Но когда она моргнула, все стихло. «Что это было?» — прошептала она. Страх подталкивал ее вернуться в дом бабушки, и она поспешила назад, закрыв за собой дверь на защелку. Ее дыхание было сбивчивым, ладони вспотели. Она чувствовала, что это место живет собственной жизнью, но пыталась убедить себя, что это всего лишь ее воображение. Когда она, наконец, успокоилась, то принялась за поиски вещей, которые нужно было забрать.
В комоде нашлись старые украшения, завернутые в ткани, несколько писем, которые бабушка, видимо, не успела отправить, и маленькая коробка. Ее крышка была закрыта на металлический замок. В отличие от остального содержимого дома, коробка выглядела совсем новой, как будто ее сделали недавно. Замок был настолько прочным, что открыть его без ключа оказалось невозможно. «Зачем бабушке понадобился этот замок?» — пробормотала она с интересом, рассматривая находку. Ключа поблизости не оказалось, и Аяко отложила коробку, решив поискать его позже. Ее мысли вернулись к той странной записи в бабушкином дневнике. «Держи дверь открытой, не смотри в окна ночью, не забывай, кто ты есть». Эти слова звучали все громче в ее голове, словно кто-то шептал их ей на ухо. К полудню туман начал рассеиваться, и солнце пробилось сквозь плотные облака. Аяко решила прогуляться по деревне, надеясь найти ответы. Дорога, которая вчера была четкой, теперь казалась изменившейся. Дома стояли ближе друг к другу, а их расположение словно сменилось. Ей стало трудно понять, куда она идет, хотя деревня была маленькой, и заплутать здесь казалось невозможным. Она дошла до старой колодезной площади. В центре стоял древний каменный колодец, обвитый зарослями. Подойдя ближе, она заметила, что внутри темнота выглядела почти непроглядной, хотя солнечный свет должен был ее освещать. Ее взгляд замер на странном символе, вырезанном на краю камня. Это был тот же символ, что она видела на деревянном амулете. Аяко отступила, пытаясь отогнать странное ощущение, что за ней кто-то наблюдает. Она оглянулась. Ни души, только тишина. Однако ей показалось, что из глубины колодца донесся слабый шепот. «Хватит», — сказала она себе вслух. «Это просто деревня, просто дом. Никого здесь нет». Но ее уверенность была обманчивой. Когда она повернулась, дорога к бабушкиному дому вдруг исчезла. Перед ней стояли дома, которых вчера не было. Их окна смотрели на нее, как пустые глаза. Страх снова охватил ее. Она повернулась в другую сторону, пытаясь найти путь, но чем больше она ходила, тем больше все смешивалось. Это место будто играло с ней. Через полчаса она увидела знакомую фигуру. Тот самый старик стоял у одного из домов и снова смотрел на нее. На этот раз его глаза выражали что-то среднее между жалостью и страхом. «Я же говорил тебе, что дом не отпустит тебя», — сказал он, качая головой. «Ты должна уйти до захода солнца. Если ты не сделаешь этого, останешься здесь навсегда». «Что вы имеете в виду?» — выкрикнула она. «Как мне выйти отсюда?» Старик не ответил. Он развернулся и ушел за угол. Аяко бросилась следом, но, завернув за угол дома, поняла, что старика уже нет. На его месте осталась лишь глубокая тень. Ей удалось найти дорогу обратно к бабушкиному дому только к вечеру. Солнце снова скрылось за облаками, а туман вернулся еще более густой, чем утром. Аяко заперла дверь изнутри и попыталась успокоиться. Она заставила себя поужинать, хотя кусок в горло не лез. Каждый раз, когда она отворачивалась, ей казалось, что в доме кто-то есть. Тени на стенах двигались слишком плавно, словно их отбрасывал не свет свечей, а что-то живое. Когда она собиралась лечь спать, ее взгляд упал на окно. Сначала она не поняла, что именно не так, но затем ее сердце застучало, как бешеное. В отражении стекла стояла фигура. Она резко обернулась, но за окном никого не было. Тень исчезла, но страх не проходил. Она закуталась в одеяло, зная, что ночь снова будет долгой. Дом жил собственной жизнью. Ночь обрушилась внезапно, как будто кто-то резко закрыл плотную штору, отрезая последние лучи света. В доме стояла тишина, такая глубокая, что шум собственного дыхания казался оглушительным. Аяко сидела на футоне, крепко обхватив себя руками.
Ее тело дрожало, но не от холода. Страх проник в самые глубины ее сознания. Она пыталась отвлечься, размышляя о том, что ей нужно сделать завтра. Уйти любой ценой. Взять коробку, письма и покинуть это место. Но в глубине души она знала, что решение уйти не так просто, как кажется. Каждый шаг в этой деревне был словно вязким, будто земля сама не хотела ее отпускать. Часы на стене тикали слишком громко. Звук раздражал ее и пугал одновременно. Ее взгляд то и дело метался по комнате, как будто она ожидала, что из углов или из-под мебели внезапно появится что-то чужое. Свет свечи вырисовывал на стенах странные тени, которые, казалось, двигались не в такт ее дрожащей руке. «Ты сходишь с ума», — прошептала она, чувствуя, как ее голос дрожит. «Это просто старый дом. Никаких проклятий, никакой мистики». Она поднялась, чтобы подлить масло в лампу, но замерла на полпути. Ее взгляд упал на дверь, ведущую в коридор. Она была закрыта, как и положено, но внизу, в щели между дверью и полом, мелькнуло что-то черное. Сначала это напоминало слабый отблеск тени, но затем движение стало явным. Это была чья-то рука, тонкая, почти костлявая, черная, как обугленное дерево. Она двигалась медленно, будто щупая воздух. Аяка закричала, отшатнувшись назад, но рука исчезла, оставив за собой лишь темное пятно, которое быстро растаяло в полумраке. Ее тело заледенело, а ноги казались прикованными к полу. Она сглотнула, пытаясь успокоиться, и поспешно вернулась к футону. Закуталась в одеяло, зажмурила глаза и повторяла про себя, что это всего лишь игра воображения, вызванная усталостью и стрессом. Но сон не пришел. Где-то далеко раздался слабый скрип, как будто кто-то осторожно открыл дверь. Ее дыхание участилось, и она замерла, прислушиваясь. Скрип повторился, теперь ближе. Кто-то медленно шел по коридору, приближаясь к комнате. Она крепче зажмурила глаза, моля о том, чтобы все это оказалось сном. Но звук шагов становился все отчетливее. Стук по деревянному полу, скрип каждой доски под весом незваного гостя. В какой-то момент шаги остановились прямо за дверью. Тишина повисла в воздухе, но Аяко чувствовала, что кто-то стоит там, за этой тонкой перегородкой, отделяющей ее от неизвестного ужаса. Ее грудь сдавила, как будто в комнате стало невозможно дышать. Она не могла объяснить, что двигало ее в тот момент, но тело само поднялось. Едва слыша собственные шаги, она подошла к двери и замерла. Она была почти уверена, что там никого нет, что это просто ее воображение играет с ней злую шутку. Но что-то внутри кричало ей остановиться. «Кто здесь?» — выдавила она шепотом. Ответом была тишина. Но затем последовал звук. Мягкий, почти нежный, как будто кто-то царапал дверь когтем. Тонкий скрежет пробрал ее до мурашек. Ее рука застыла в воздухе. Вдруг в дом ударил сильный порыв ветра, который заставил свечу дрогнуть и потухнуть. Коридор за дверью погрузился в кромешную тьму. Она отпрянула, понимая, что если откроет дверь, то увидит что-то, что уже никогда не сможет забыть. Но вместо этого она услышала голос. Тихий шепот, проникший сквозь двери, словно сам воздух заговорил с ней. «Ты помнишь?» Эти слова обожгли ее разум, как ледяной ветер. Ее руки дрожали, и она сделала шаг назад. Но голос продолжал шептать. Он был везде, в стенах, в полу, в воздухе. «Ты помнишь, кто ты?» Она закричала, бросившись к окну. Открыть дверь она не могла, но ее тело жаждало выхода. Она пыталась открыть ставни, но те словно приросли к раме. Из окна ей снова казалось, что смотрят черные мертвые глаза,
Аяко упала на пол, задыхаясь от паники. В какой-то момент все стихло. Коридор был тих. Дом снова погрузился в тишину. Но она знала. Он ждал. Ждал, когда она снова сделает неверный шаг. Тогда ее взгляд упал на коробку, которую она нашла утром. Она лежала на столе, словно ждала своего часа. Ее охватило странное чувство, будто ключ от этой коробки может дать ответы на все ее вопросы. Она сделала шаг к столу, но тут услышала громкий стук. Кто-то или что-то врезалось в дверь из коридора. Стук повторился, затем еще раз, став агрессивнее. Ее сердце бешено колотилось, но ноги не слушались. Она пыталась двигаться, но не могла. Стук вдруг прекратился, и раздалось тихое, почти детское хихиканье. «Почему ты ушла?» — прозвучал голос прямо за ее спиной. Она обернулась, но никого не было. В тот момент она поняла. Дом не просто играл с ней. Он знал, кто она. И он не собирался ее отпускать. Утро, если это можно было назвать утром, наступило вместе с плотным вязким туманом. Аяко чувствовала себя разбитой, словно за ночь дом выкачал из нее остатки сил. Ее веки были тяжелыми, мысли путались, а каждое движение давалось с трудом. Она сидела на краю футону, глядя в стену, где слабый свет едва пробивался сквозь узкую щель между занавесками. Этот свет не приносил облегчения. Он казался чуждым, словно ему самому здесь не место. Ее взгляд упал на коробку, стоящую на столе. Замок блестел холодным металлическим отблеском, как будто высмеивал ее беспомощность. «Почему эта коробка кажется такой важной?» — думала она. В голове раз за разом прокручивались воспоминания о бабушке. Теруко всегда была странной женщиной, которая будто бы знала что-то, чего не понимали другие. Она не рассказывала истории о семейных реликвиях, но ее взгляд, тяжелый и проникающий, всегда давал понять, что за ее словами скрывается больше, чем кажется. «Дом — это наша память. Оставь его, и память исчезнет. Забудь его, и ты забудешь себя». Эти фразы, которые бабушка повторяла в письмах, звучали в голове как заклинание. Тогда, в Токио, Аяко лишь пожимала плечами, считая их глупыми. Но теперь эти слова заполнили ее разум, отравляя даже самые простые мысли. Она ощущала, что дом был не просто местом, а существом, наблюдающим за ней, впитывающим ее страх, как сухая губка воду. Ее рука невольно потянулась к коробке, но в этот момент в коридоре что-то заскрипело. Она замерла. Скрип повторился, на этот раз ближе. Медленно поднявшись, она шагнула к двери, стараясь двигаться как можно тише. Коридор был затянут густой тенью. Свет едва достигал дальнего конца. Стены, покрытые обоями с выцветшим узором, будто дышали. Их поверхность слегка подрагивала. Она провела рукой по стене, но ощутила лишь холодную шероховатость. «Это просто старый дом», — пробормотала она себе под нос, словно пытаясь убедить себя, что ничего странного не происходит. Но ее разум сопротивлялся этим словам. С каждым шагом она чувствовала, как пространство вокруг нее меняется. Коридор, который должен был заканчиваться поворотом, продолжался дальше. Ее сердце ускорило ритм, и пальцы невольно вцепились в перила лестницы, как в спасительный канат. Но ступеньки, ведущие вниз, исчезли, оставив вместо себя черную пропасть. Она отшатнулась, но тут же услышала позади себя шаги. Медленные, тяжелые, такие, которые невозможно спутать с обычными звуками дома. Аяко обернулась. В темноте коридора стоял силуэт, высокий, вытянутый, с нечеткими очертаниями. Она не могла различить лица, но знала, что оно смотрит прямо на нее. «Кто ты?» — выкрикнула она, но ее голос прозвучал слишком слабо, как будто дом поглотил звук. Силуэт не ответил. Он сделал шаг вперед,
И с каждым его движением тьма будто вытекала из стен, заполняя пространство. Аяко бросилась обратно в комнату, захлопнула дверь и прижалась к ней спиной, пытаясь удержать дрожь в теле. Шаги за дверью остановились. Она тяжело дышала, чувствуя, как внутри ее все ломается. Какое-то время она просто сидела на полу, глядя на трещины в потолке. Мысли в голове путались. Что это было? Призрак? Или ее разум, не выдержавший ночных кошмаров, начал выдавать иллюзии за реальность? Ее бабушка всегда верила в духов, рассказывала, что дом — это нечто большее, чем стены. Может, это было правдой? Или она просто начала сходить с ума, запертая в этом месте, где время и пространство перестали существовать? Она поднялась, ощущая, как ее тело сопротивляется. Взяв коробку в руки, она снова попыталась найти ключ. Ее пальцы ощупывали каждый угол комнаты, каждую выдвижную полку, но ключа нигде не было. Она уже собиралась оставить это, когда заметила что-то странное. Пол, на котором стоял ее футон, выглядел иначе. Одной из досок не хватало гвоздя, и она слегка выпирала. Сердце забилось быстрее. С усилием приподняв доску, она увидела небольшой тайник. Внутри лежала записка, свернутая в аккуратный треугольник. Аяко развернула ее, чувствуя, как руки дрожат. «Сожги дом. Только так ты сможешь уйти, но помни, за это платит каждый, кто его оставляет. Платит памятью и душой». Эти слова ударили ее, как обухом по голове. Она вспомнила, как вчера в ночной тишине слышала голос: «Ты помнишь, кто ты?» Что это значило? Она бросила взгляд на коробку. Что лежало внутри? Ответ или еще один вопрос? Стук за дверью заставил ее вздрогнуть. Но теперь это был не просто стук. Это был отчетливый, тяжелый удар, как будто кто-то колотил в нее кулаком. Аяко отпрянула назад, чувствуя, как в горле поднимается крик. Удар повторился. Затем еще раз. Дверь задрожала. Она слышала, как что-то скребется снаружи, царапает дерево, будто пытается проникнуть внутрь. Ее взгляд метался по комнате, и тут она увидела. Окно снова изменилось. На стекле больше не отражалась ее фигура. Вместо этого в стекле виднелись другие, искаженные мертвые лица. Они были обезображены, с пустыми глазницами и оскаленными ртами. Они двигались, будто пытались прорваться сквозь стекло. Аяко больше не могла сдерживать крик. Она схватила коробку, выскочила в коридор, не думая о том, что ждет ее впереди. Дом изменился. Стены начали двигаться, лестница тянулась вверх, как бесконечная спираль. Она бежала, не оглядываясь. Позади нее раздавался грохот. Казалось, что дом пытался сомкнуть свои стены, чтобы остановить ее. Она знала только одно. Она должна была выбраться. И она должна была узнать, что лежит в этой коробке. Но дом не собирался отпускать ее. Аяко бежала, сжимая в руках коробку, словно от нее зависела ее жизнь. Ноги то и дело спотыкались об искаженные, будто живые доски пола, а стены коридора изгибались, пытаясь сомкнуться перед ней. Дом больше не прятался за иллюзией заброшенного здания. Теперь он дышал, двигался и с каждым шагом становился все более подавляющим. Словно он пытался отобрать у нее даже пространство для движения. Лестница, по которой она поднималась, уходила все выше и выше, но конца не было видно. Стены вокруг начали сжиматься, краски облупившихся обоев превращались в густые, как кровь, пятна. Свет исчез, и теперь ее окружала кромешная тьма, нарушаемая лишь слабым сиянием замка на коробке. В голове гулко звучал вопрос, который она слышала раньше. «Ты помнишь?» Ее разум отказывался понимать, что происходит. Она пыталась сосредоточиться, убеждая себя, что это просто сон, что как только она откроет коробку, все прекратится. «Сожги дом», — вспомнила она слова из записки. «Но как? Где я найду огонь в этом кошмаре?» Страх парализовывал ее.
Но что-то глубоко внутри, возможно, остатки здравого смысла или воспоминания о бабушке, подталкивало ее вперед. «Если я сдамся, я просто стану еще одной частью этого дома», прошептала она, стараясь придать себе уверенности. Тогда она почувствовала, как что-то коснулось ее плеча. Мягкое, почти нежное прикосновение заставило ее резко обернуться. Никого. Но стены вокруг изменились. Теперь она снова была в бабушкиной комнате. Взгляд сразу упал на окно, где вместо отражения был мертвый лес, тянущийся к ней своими обугленными ветвями. Перед ней, за низким столиком, сидела ее бабушка. Она была одета в то же платье, которое носила на похоронах матери Аяко. Глаза Теруко смотрели прямо на нее, и хотя они выглядели привычно, в них было что-то чужое, лишенное человеческой теплоты. «Ты должна остаться», — сказала бабушка мягким голосом, словно они просто говорили о чае. «Дом — это не враг, это часть тебя. Он хранит тебя. Тебе нечего бояться». «Нет!» — выкрикнула Аяко, чувствуя, как горло сжимается от ярости. «Это ложь! Ты знала, что он делает! Почему ты оставила меня с этим?» Теруко улыбнулась, но ее лицо не изменилось, словно улыбка была приклеена. Ее руки поднялись к столу, и Аяко заметила, что они больше не были человеческими. Бледная кожа была покрыта трещинами, а пальцы выгибались, как у паука. «Ты часть этого дома, Аяко. Как и я. Как твои родители. Он сохраняет нас. Но если ты уйдешь, ты потеряешь себя. Вся твоя жизнь исчезнет, как будто ее никогда не было». Эти слова ударили ее сильнее, чем все, что происходило раньше. Она вспомнила странные фотографии, которые видела в доме, детали из своей жизни, которые не складывались. А вдруг ее жизнь действительно была создана домом? Что, если все, что она считала реальным, было иллюзией, поддерживаемой этим проклятым местом? «Нет», — прошептала она, сжимая коробку. «Это неправда. Моя жизнь. Настоящая. Настоящая». Она бросилась к двери, но бабушка заговорила снова. Ее голос превратился в низкий, почти рычащий звук. «Ты уйдешь, но цена будет слишком высокой. Дом всегда берет то, что ему принадлежит». Слезы залили ее лицо, но она продолжала бежать. Коридоры дома становились все длиннее. Двери появлялись и исчезали, ведущие в места, которые она не знала. В одном из них она мельком увидела обеденный стол. За ним сидели люди с черными пустыми глазами и бледными лицами. Среди них она узнала мать и отца. «Ты больше не помнишь нас?» — произнес один из них. Аяко закричала, закрыв уши руками, и побежала дальше. Она не знала, куда она идет, но понимала, что если остановится, дом поглотит ее навсегда. Наконец она нашла лестницу, ведущую вниз. Воздух вокруг наполнился запахом дыма. Она вспомнила, как в детстве они с бабушкой разжигали камин. Возможно, камин все еще здесь, в одной из комнат. Возможно, это ее единственный шанс. Она бросилась вниз, едва чувствуя под собой ноги. Стены вибрировали, словно дом готов был рухнуть. В конце коридора она увидела мерцающий огонек. Ее сердце забилось быстрее. Вбежав в комнату, она увидела старый камин. Рядом стояли спички и бутылка с чем-то похожим на бензин. Она не успела подумать, как оказалась на коленях, разжигая огонь. Дом содрогнулся, издавая протяжный, почти животный вой, но замок на коробке все еще оставался нетронутым. Она подняла ее над огнем, пытаясь понять, откроется ли она от жара, но вместо этого услышала тот же голос, который преследовал ее. «Если ты это сделаешь, ты исчезнешь. Все, что ты знала, сгорит вместе с домом. Ты станешь ничем.
Она закусила губу, чувствуя, как ее тело дрожит от страха и сомнений. Но затем она вспомнила слова из записки. «За дом платит каждый, кто его оставляет. Пусть так», — прошептала она, бросая коробку в огонь. Камин взорвался ярким пламенем. Вокруг все начало рушиться. Пол под ней разошелся, открывая черную пустоту, из которой вырывались крики. Она кричала вместе с ними, чувствуя, как дом втягивает ее, как воздух становится густым и неподвижным. Последнее, что она увидела, прежде чем все исчезло, была та самая кукла, сидящая на столе. Ее лицо, копия ее детского, улыбалась так, как никогда не могла улыбаться сама Аяко. Когда она открыла глаза, она была в лесу, перед обугленными останками дома. Но память о нем, о себе, о жизни, которую она прожила, начала угасать, как дым от пепла. Через несколько минут она не помнила ничего. Ее душа испарилась, осталось только живое тело.